Внедорожники СССР преодолевали самые сложные дороги, там, где другие автомобили застревали. В 1960-х годах Советский Союз активно развивал военные и гражданские технологии. Внедорожники стали символом прочности и надежности, находя применение в армии и гражданских задачах. ГАЗ-69, созданный в 1949 году, стал одним из первых массовых внедорожников. С мощным двигателем и жесткой рамной конструкцией он преодолевал любые преграды. Автомобиль использовался на строительстве, для охоты, в сельском хозяйстве и в экспедициях в труднодоступные районы. Простота в обслуживании позволяла эксплуатировать его в отдаленных уголках страны. УАЗ-469 появился в 1969 году и быстро завоевал популярность благодаря высокой проходимости. Он использовался как в армии, так и в гражданском секторе, особенно в горных районах и на бездорожье. Испытания в различных экспедициях, включая поездки по Сибири и на Северный полюс, подтвердили его надежность. «Лада Нива», запущенная в производство в 1977 году, стала прорывом в мире компактных внедорожников. Она сочетала в себе внедорожные возможности и комфорт легкового автомобиля. Эффективный полный привод позволил Ниве стать популярной как в Советском Союзе, так и за его пределами, успешно выполняя транспортировочные задачи в условиях бездорожья. «Москвич-4 СЯ-8», несмотря на легковые корни, также проявил себя как внедорожник в сложных условиях. Несколько изменений в конструкции позволили ему справляться с трудностями на дороге, что стало неожиданным, но успешным решением производителя. ГАЗ-24С2, представлен в 1982 году, использовался для перевозки пассажиров и грузов. Этот универсальный автомобиль демонстрировал все лучшие качества внедорожника, несмотря на свою утилитарную внешность. В 1988 году появился ГАЗ-30-300С8, который стал новым подходом к внедорожникам. Автомобиль спроектирован с учетом современных требований к грузовикам, что позволило ему занять свое место на рынке. КРАЗ-255, известный за свою мощь и надежность, решал задачи, которые другие автомобили не могли выполнить. Он использовался на строительстве крупных объектов и в военных действиях, став символом прочности. Таким образом, внедорожники СССР не просто автомобили, а часть истории, повлиявшая на современный автопром. Эти автомобили стали неотъемлемой частью наследия страны и продолжают вдохновлять новые поколения инженеров и конструкторов. ГАЗ-69, разработанный в 1949 году, сразу же оказался в центре испытаний. 84 миллиона рублей были выделены на его массовое производство, и вскоре автомобили начали поступать в различные подразделения советской армии. Внедорожник быстро завоевал репутацию надежного помощника в условиях, где другие транспортные средства не справлялись. С момента своего появления ГАЗ-69 активно использовался для транспортировки солдат, оборудования и грузов, проходя через леса, болота и горные районы. Жесткая рамная конструкция и мощный двигатель в 180 лошадей позволяли ему преодолевать крутые подъемы и спуски. Водители отмечали удивительную управляемость и устойчивость даже в самых сложных условиях. Одним из ярких моментов в истории ГАЗ-69 стало его участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали. В условиях непроходимых болот и труднодоступных районов внедорожник проявил себя с лучшей стороны. Рабочие использовали его для доставки строительных материалов на площадки и эвакуации людей из сложных ситуаций. Эта дорога стала одной из самых амбициозных строительных программ своего времени, и ГАЗ-69 сыграл в ней ключевую роль. После завершения строительных работ внедорожник начал активно использоваться в северных регионах страны. Суровые климатические условия требовали особых качеств от транспорта. Водители отмечали, что ГАЗ-69 запускался без проблем даже при температуре минус 40 градусов. Это качество отличало его от многих других автомобилей, что сделало его незаменимым на севере. В 1961 году ГАЗ-69 был переработан для нужд сельского хозяйства. Специальные модификации позволили установить на него навесное оборудование, что значительно расширило его функционал. Он стал незаменим на полях, где использовался для перевозки урожая и сельскохозяйственного инвентаря. Модель ГАЗ-69 также нашла применение в охоте и рыбалке. Охотники оценили его проходимость, а рыбаки использовали его для доступа к удаленным водоемам, недоступным для обычных автомобилей.
С его помощью организовывались экспедиции по исследованию труднодоступных уголков страны. В 1971 году производитель выпустил специальную версию ГАЗ-69, предназначенную для охоты. Эта модификация получила усиленную подвеску и увеличенный багажник, что делало ее идеальным спутником для любителей активного отдыха. ГАЗ-69 продолжал укреплять свою репутацию как надежный внедорожник для всех условий, оставляя заметный след в истории автомобильной промышленности Советского Союза. С каждым годом он становился все более востребованным, демонстрируя удивительные качества в самых разнообразных сферах. УАЗ-469 появился на рынке в 1969 году и сразу привлек внимание благодаря своим выдающимся внедорожным характеристикам. Его конструкция включала жесткий кузов и мощный двигатель, что позволило автомобилю преодолевать сложные участки местности. Вскоре УАЗ-469 стал не только военным, но и гражданским внедорожником, который использовался в различных сферах. Если вам понравилось погружение в мир легендарных внедорожников, не забывайте подписываться на наш канал, ведь здесь мы прокладываем дороги в мир увлекательных историй. А если хотите подставить плечо нашему проекту и помочь нам не застрять на полпути, ссылка для доната в описании или QR-код на экране сделают ваше доброе дело простым. Первое массовое использование УАЗ-469 началось во время масштабных учений советской армии. На этих учениях внедорожник прошел испытания в условиях, когда другие автомобили просто не могли двигаться. Военные оценили его способности в горных районах Кавказа, где резкие повороты и обрывистые склоны ставили под угрозу безопасность. УАЗ-469 продемонстрировал отличную управляемость, уверенно преодолевая сложные маршруты. В 1971 году внедорожник стал важным инструментом в экспедициях по исследованию Сибири. Команды геологов и ученых использовали его для доступа к удаленным месторождениям полезных ископаемых. УАЗ-469 легко справлялся с болотами и пересеченной местностью, что позволило исследователям эффективно выполнять свои задачи. Специалисты отмечали, что этот внедорожник оказался незаменимым в условиях сурового сибирского климата, где температура опускалась ниже минус 50 градусов. Одним из самых сложных испытаний для УАЗ-469 стало участие в спасательных операциях во время природных катастроф. В 1983 году, после сильного наводнения в Западной Сибири, именно этот внедорожник стал основным средством для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи. За короткое время с его помощью удалось доставить продовольствие и медикаменты в отдаленные районы, где другие транспортные средства не могли проехать. При этом каждая операция ставила перед водителями и машинами новые вызовы. Однажды, отправившись на очередную эвакуацию, группа столкнулась с обрушившимися мостами и размытой дорогой. УАЗ-469 оказался единственным автомобилем, который мог преодолеть затрудненный участок. Водитель, проявив смекалку, использовал все возможности внедорожника, чтобы проехать через глубокие лужи и обломки. Это испытание подтвердило репутацию УАЗ-469 как надежного внедорожника, способного справляться с самыми сложными условиями. С не менее сложными ситуациями сталкивались и гражданские водители. Вскоре после появления на рынке УАЗ-469 стал популярным выбором для охотников и рыболовов, которым требовалась надежная машина для доступа к удаленным водоемам и лесам. Однажды группа рыбаков, решившая отправиться на озеро, обнаружила, что дорога полностью затоплена. УАЗ-469 с его высоким клиренсом и отличной проходимостью позволил им добраться до места назначения, несмотря на все преграды. Таким образом, УАЗ-469 становился не только автомобилем, но и символом надежности и выносливости, готовым к любым испытаниям. Каждое новое событие подтверждало его статус внедорожника, который мог проехать там, где другие машины останавливались. С каждым днем его легенда росла, и вскоре он стал важной частью жизни как военных, так и гражданских пользователей. «Лада Нива», поступившая в производство в 1977 году, быстро завоевала популярность благодаря компактным размерам и мощным внедорожным характеристикам. Этот автомобиль сочетал в себе элементы легкового и внедорожного транспортного средства. Высокоэффективный полный привод и надежная подвеска сделали Ниву идеальным выбором для поездок по сложным маршрутам. Успех «Лады Нивы» был предопределен ее универсальностью. Вскоре после выхода на рынок она привлекла внимание как гражданских пользователей, так и армии.
В 1978 году Нива начала использоваться в армейских частях для перевозки личного состава и оборудования. Один из наиболее запоминающихся эпизодов произошел во время учений на Кавказе, где автомобиль продемонстрировал свою способность преодолевать крутые склоны и глубокие овраги, оставляя другие машины позади. С каждым годом «Лада Нива» становилась все более популярной среди охотников и рыболовов. В 1985 году группа туристов отправилась в экспедицию в удаленные районы Сибири. Они выбрали Ниву в качестве основного транспортного средства. По пути они столкнулись с сильными дождями и низкими температурами. Несмотря на непогоду, Нива уверенно двигалась по грязи и каменистым участкам. Однако ночью, во время сильного шторма, автомобиль застрял в глубокой луже. Команда оказалась в затруднительном положении, а запасы провизии начали иссякать. Водитель решил использовать все возможности Нивы, чтобы выбраться из ловушки. С помощью лебедки и смекалки группе удалось вытащить Ниву. Это испытание подтвердило надежность автомобиля и сплотило команду, которая научилась работать вместе. После этого инцидента Нива стала символом их путешествия, и команда продолжила путь с новыми силами. В 1988 году «Лада Нива» столкнулась с новым вызовом, участвуя в соревнованиях по внедорожному мастерству. На этом событии автомобиль встретился с УАЗ-469. Две команды решили провести гонку по сложному маршруту с крутыми спусками и подъемами. Нива, благодаря маневренности и компоновке, показала отличные результаты, обгоняя соперников на поворотах и в грязевых участках. Однако на одном из сложных спусков Нива потеряла управление и оказалась на краю обрыва. Водитель мгновенно среагировал, применив весь опыт, чтобы вернуть контроль над автомобилем и избежать катастрофы. Этот инцидент стал катализатором для дальнейшего развития «Лады Нивы». Конструкторы начали учитывать отзывы пользователей и улучшать характеристики. Успех в соревнованиях привел к тому, что «Лада Нива» стала символом не только надежности, но и духа авантюризма. «Лада Нива» продолжала завоевывать сердца пользователей, становясь не просто автомобилем, а частью их жизни, готовой к любым вызовам. С каждым испытанием ее репутация укреплялась, а новые истории о смелых приключениях множились. «Москвич-408», выпущенный в 1962 году, изначально задумывался как легковой автомобиль, но вскоре стал неожиданным участником внедорожных испытаний. Его конструкция включала элементы, позволяющие справляться с трудными дорожными условиями лучше, чем многие могли предположить. Компактный и маневренный, он привлек внимание тех, кто искал альтернативу традиционным внедорожникам. В 1971 году группа исследователей отправилась в экспедицию по труднодоступным районам Урала. «Москвич-408» стал одним из автомобилей, выбранных для этого путешествия. Участники рассчитывали на его экономичность и небольшие размеры, что позволяло проехать по узким горным дорогам. Поначалу поездка шла по намеченному маршруту, но вскоре группа столкнулась с неожиданными трудностями. После сильного дождя дороги стали непроходимыми, и другие автомобили застряли в грязи. «Москвич-408», благодаря легким размерам и высокой маневренности, сумел проехать там, где другие машины оказались в ловушке. Через несколько дней пути команда столкнулась с настоящим испытанием. На одном из горных перевалов «Москвич-408» потерял сцепление на скользком участке дороги и чуть не сорвался в пропасть. Водитель проявил решительность, восстановив управление и остановив машину в последний момент. Этот инцидент стал сигналом для команды о том, что, несмотря на легковые корни, «Москвич-408» способен на большее. С каждым километром, пройденным по сложным маршрутам, команда все больше доверяла этому автомобилю. «Москвич-408» продолжал удивлять. После череды сложных участков, когда все ожидали, что он не сможет проехать, он снова и снова доказывал свою надежность, преодолевая грязевые ловушки и каменистые участки. Однажды, когда другого участника экспедиции пришлось эвакуировать из-за поломки, «Москвич-408» без особых усилий смог вытащить его, используя буксировочный трос. Тем не менее, с каждым успешным испытанием возникали новые проблемы. Вскоре после начала второго этапа экспедиции «Москвич-408» столкнулся с серьезной поломкой. На диком участке дороги двигатель начал перегреваться, и команда оказалась в нехватке запчастей и инструментов. Водитель и механик были вынуждены импровизировать, используя подручные средства для ремонта.
Это испытание проверило не только мастерство участников, но и доказало, что «Москвич-4ЦУ-8», несмотря на свои ограничения, требует не меньше усилий, чем традиционные внедорожники. Экспедиция продолжалась, и каждый новый день приносил напряжение. Команда оказалась в ситуации, когда нужно было преодолевать не только природные препятствия, но и собственные страхи. «Москвич-408» стал символом их стремления к приключениям, показывая, что даже легковой автомобиль может справиться с вызовами в условиях бездорожья. В конце концов, они успешно завершили свою миссию, собрав важные данные о регионе, и «Москвич-408» занял достойное место в их сердцах как неожиданный, но надежный внедорожник. ГАЗ-24С2, представленный в 1982 году, сразу же стал универсальным помощником в различных сферах. С его просторным кузовом и мощным двигателем этот автомобиль быстро завоевал популярность среди пользователей, нуждающихся в надежном транспорте для перевозки грузов и людей. ГАЗ-24С2 использовался не только в городских условиях, но и в сложных ситуациях, где требовалась высокая проходимость. В 1985 году ГАЗ-24С2 стал частью важной гуманитарной миссии в одном из удаленных регионов страны, пострадавшим от наводнения. В результате сильных дождей река вышла из берегов, затопив целые деревни. Команда волонтеров, собравшаяся для помощи, выбрала ГАЗ-24С2 из-за его способности проезжать по размытой местности и перевозить грузы. В момент, когда команда выехала на место происшествия, перед ними открылась ужасная картина. Дома были затоплены, а люди оставались на крышах, ожидая помощи. ГАЗ-24С2, оснащенный специальными бортами, позволил волонтерам быстро загрузить продовольствие и медикаменты. Волонтеры разделились на группы, чтобы максимально эффективно использовать автомобиль в условиях, где другие машины не могли проехать. Первая задача заключалась в эвакуации людей с крыш затопленных домов. ГАЗ-24С2 уверенно двигался по грязи и неустойчивым участкам, создавая надежную платформу для спасения. Один из водителей, увидев группу людей на крыше, мгновенно принял решение выехать к ним. Автомобиль преодолел несколько метров, и, наконец, команда смогла поднять людей на борт. Каждый спасенный человек вышел из ситуации с благодарностью, и это придавало волонтерам сил продолжать. Однако, несмотря на успехи, ситуация оставалась напряженной. Один из участников миссии, столкнувшись с сильным течением, упал в воду. ГАЗ-24С2, находясь на незначительном расстоянии, стал спасательным инструментом. Водитель среагировал мгновенно и использовал специальные крепления, чтобы зафиксировать автомобиль на месте, а другие волонтеры бросили веревку с надеждой вытащить человека. Этот момент стал критическим. Напряжение нарастало, когда каждый из участников осознавал риск. Спасение состоялось, но на этом испытания не закончились. Когда команда добиралась до наиболее затопленных участков, ГАЗ-24С2 столкнулся с неожиданной проблемой. Уровень воды продолжал подниматься. Автомобиль оказался на грани затопления, и команде пришлось принимать быстрые решения. Участники начали искать более безопасные маршруты, чтобы избежать дальнейших угроз. В конце концов, волонтерам удалось доставить все необходимые грузы и эвакуировать пострадавших. ГАЗ-24С2, несмотря на все испытания, проявил свою универсальность и надежность. Спасительная операция завершилась успешно, и автомобиль оставил заметный след в сердцах волонтеров, доказав, что он может быть не только рабочей лошадкой, но и настоящим героем в сложных ситуациях. Эта миссия не только укрепила доверие к ГАЗ-24С2, но и отразила важность универсальных автомобилей в условиях экстремальных ситуаций. С каждым новым заданием его репутация продолжала расти, и каждый случай становился еще одной главой в истории этого надежного помощника. ГАЗ-3308, запущенный в 1988 году, обещал стать новым словом в мире внедорожников. Конструкция этого автомобиля сочетала в себе элементы грузовика и внедорожника, что обеспечивало уникальную способность справляться с трудными условиями. Но его настоящие испытания начались, когда автомобиль был выбран для участия в сложной экспедиции по бездорожью на Дальнем Востоке, где проходила уникальная операция по исследованию труднодоступных районов. Команда исследователей, состоящая из геологов, экологов и инженеров, отправилась в путь с амбициозной целью — установить контрольные точки в отдаленных уголках.
ГАЗ-3308 с его высокой проходимостью и мощным двигателем был основным транспортом для доставки оборудования и людей. Первые дни прошли спокойно, и команда уверенно двигалась по четким маршрутам, но вскоре они столкнулись с непредвиденной ситуацией. На третьи сутки пути команда обнаружила, что предстоящий маршрут оказался заблокирован. Местные власти сообщили о резком повышении уровня воды в реке, и мосты были разрушены. Оставшиеся участки дороги были покрыты густыми лесами и болотами. Это вызвало панику в команде, которая осознала, что необходимы срочные меры, чтобы продолжить экспедицию. Водитель ГАЗ-3308, уверенный в возможностях своего внедорожника, предложил рискованный план. Он предложил попробовать проехать через неподготовленный участок леса, где другие машины останавливались. Все понимали, что это будет крайне опасно, но выбора не оставалось. Команда согласилась, и ГАЗ-3308 начал свое путешествие по сложным участкам. Грузовик без труда преодолевал высокую траву и коряги, проявляя отличную маневренность. Однако вскоре они столкнулись с глубокой грязевой ловушкой, которая казалась непреодолимой. ГАЗ-3308 начал буксовать, и его колеса не могли найти сцепление. Напряжение нарастало, когда команда осознала, что если не удастся выбраться, экспедиция может закончиться провалом. Водитель, не теряя самообладания, включил полный привод и применил все свои навыки, чтобы найти выход. Команда начала действовать слаженно, несколько человек вышли из автомобиля, чтобы освободить его от препятствий. Приложив все усилия, они начали очищать путь. В этот момент появилась опасность. Подъемы и спуски под ногами начали осыпаться, и один из членов команды поскользнулся, оказавшись на краю обрыва. Водитель успел среагировать, бросив веревку и вытащив его, прежде чем тот упал. Эта ситуация стала кульминацией их испытаний на этом этапе. В результате командная работа и уверенность в автомобиле принесли свои плоды. ГАЗ-3308 смог выбраться из грязевой ловушки. Этот момент стал символом их сплоченности и решимости. После этого инцидента команда продолжила путь, уверенная в том, что справится с любыми трудностями. ГАЗ-3308 не просто преодолел физические преграды, он стал символом нового подхода к внедорожникам, показывая, что универсальность и надежность могут объединить все лучшие качества. Вскоре команда достигла своей цели, установив контрольные точки и собирая данные, которые помогут в будущем. Каждый член команды осознал, что ГАЗ-3308 стал не просто автомобилем, а настоящим другом, на которого можно положиться в любых условиях. КРАЗ-255, выпущенный в конце 50-х годов, всегда ассоциировался с мощью и надежностью. Этот тяжелый внедорожник был создан для работы в самых сложных условиях, и его репутация быстро укреплялась. С мощным двигателем и жесткой рамной конструкцией КРАЗ-255 использовался как в гражданских, так и в военных задачах. В 1986 году его отправили на одну из самых сложных строительных работ в истории — возведение нового моста через реку в гористой местности. Строительство моста стало важной задачей для местной экономики, и КРАЗ-255 был выбран в качестве основного транспортного средства для доставки материалов. Все знали, что без него работа будет невозможна. Первая неделя прошла без проблем, но вскоре начались дожди, и уровень воды в реке стал угрожающе подниматься. Команда строительного проекта оказалась в критической ситуации. Однажды на рассвете, когда рабочие прибыли на место, они обнаружили, что половина подходов к мосту была полностью затоплена. Работы необходимо было продолжить, но без надежного транспорта это стало бы невозможным. Водитель КРАЗа-255, обладая опытом работы в трудных условиях, предложил рискованный план — проехать через затопленный участок, используя машину как барьер. Он знал, что КРАЗ способен на большее, чем многие могли представить. Команда согласилась, и они начали готовиться к испытанию. КРАЗ-255 отправился в путь, уверенно пробираясь через глубокую воду. Но вскоре грузовик столкнулся с неожиданным препятствием — сильным течением, которое угрожало перевернуть машину. В этот момент напряжение достигло предела. Все понимали, что если КРАЗ не сможет выбраться, проект фактически будет остановлен. Водитель, осознавая риск, действовал быстро. Он увеличил мощность двигателя и использовал полный привод. Грузовик начал буксовать, и вода почти достигла окон. Волнение нарастало. Рабочие, стоя на берегу, наблюдали за тем, как их надежда на успешное завершение проекта висела на волоске.
Однако в момент, когда все казалось потерянным, водитель применил свои навыки. Он начал маневрировать, используя вес машины для перераспределения давления на передние колеса. Это была игра на грани. Внезапно, благодаря решимости водителя и надежности конструкции КрАЗа-255, машина выбралась из ловушки. Все вздохнули с облегчением, наблюдая, как грузовик уверенно поднимается на сухую землю. С этого момента КрАЗ-255 стал не просто машиной, а символом решимости и силы. Работы по строительству моста возобновились, и каждый раз, когда КрАЗ проезжал мимо, рабочие приветствовали его как настоящего героя. Эта ситуация не только укрепила репутацию КрАЗа как надежного внедорожника, но и продемонстрировала его способность справляться с самыми экстремальными условиями. Вскоре после этого инцидента мост был успешно завершен. КрАЗ-255 не просто преодолел физические преграды, он стал символом объединенной работы команды, их стремления к достижению цели, несмотря на все невзгоды. Каждый член команды осознал, что КрАЗ-255 стал их надежным партнером, который способен справиться с любыми испытаниями, и эта история останется в их памяти как пример силы и мужества. Советские внедорожники, такие как ГАЗ-69, УАЗ-469, Лада Нива, Москвич-408, ГАЗ-2402, ГАЗ-3008 и КрАЗ-255 оказали значительное влияние на развитие автомобилестроения. Эти машины не просто выполняли свои функции, они стали основой для дальнейшего развития внедорожной техники. Каждый из этих автомобилей продемонстрировал уникальные характеристики надежности и проходимости, позволяя решать задачи в сложных климатических и дорожных условиях. После распада Советского Союза эти автомобили продолжили использоваться и служили в различных отраслях. Их конструкции и технологии легли в основу новых моделей, которые начали появляться на постсоветском пространстве. Например, бренды, такие как УАЗ, выпустили модернизированные версии своих классических моделей, таких как УАЗ Патриот, сохранив надежность и простоту, присущие оригинальным моделям. Современные внедорожники заимствуют решения, основанные на советском опыте. Высокая проходимость, жесткая рамная конструкция и возможность работы в экстремальных условиях стали стандартами для современных автомобилей. Инженеры современных автомобилей, исследуя историю, адаптируют элементы, которые доказали свою эффективность в советских моделях. Например, трансмиссии и системы полного привода, разработанные для советских внедорожников, используются в новых автомобилях, обеспечивая надежность и долговечность. Если вы тоже верите, что даже в современном мире можно застрять в пробке, как в советском внедорожнике, не забывайте подписываться на наш канал. Мы продолжаем исследовать удивительный мир автомобилей и будем рады вашей поддержке. Ссылка для доната в описании или QR-код на экране. Помогите нам прокладывать путь к новым видео. Также стоит отметить, что внедорожники СССР изменили восприятие автомобилей в повседневной жизни. Лада Нива, изначально предназначенная для сельского хозяйства и активного отдыха, стала символом универсального и доступного автомобиля. Сегодня многие автолюбители используют Ниву не только для поездок на охоту или рыбалку, но и в качестве основного транспортного средства в городских условиях, что подчеркивает ее многофункциональность. Наследие внедорожников СССР не просто сохранилось, оно адаптировалось к современным требованиям и продолжает влиять на рынок автомобилей. Эти автомобили стали частью культуры и истории, олицетворяя качества, необходимые для преодоления различных преград. Они не только проложили путь для будущих технологий, но и продолжают вдохновлять новое поколение автомобилистов и инженеров. Современные модели, созданные на основе советских традиций, сохраняют дух тех времен, демонстрируя, что достижения прошлого могут стать основой для успешного будущего.